Дорогие друзья, привет! Давайте разберем предстоящую неделю с 17 по 23 февраля. У меня немножко другое оформление, буду ждать вашу обратную связь. Неделя является большим переключателем, словно бы мир переходит в другой режим, в каком-то смысле в режим ожидания. Здесь у нас Солнце переходит в знак Рыбы, Меркурий переходит в знак Рыбы. Рыбы, как вы помните, это знак сновидений, некая заторможенность, ленность. Многие рабочие процессы просто обесточатся. Никакой собранности. Мозг единственное, о чем думает, это об эмоциях, переживаниях. Когда что-то выясняется, какие-то обсуждения поднимаются, эти эмоции, это все на эмоциях, это все вслепую, буквально вот просто переживаниями делиться, способность рассуждать, разложить все в систему, вообще мыслить разумно, она, в каком-то роде стирается на этой неделе. Рыбы начинают брать в оборот. И вот эта сонливость, ленность, заторможенность, она потом продолжится чуть ли не весь март. Главным пробуждением от нее послужит затмение, которое происходит в конце марта. А сейчас мы входим в большой период, некой такой сонливости или сонной комы. Очень важно обращать внимание на вирусы. Мы очень становимся к ним доступны в ближайшие недели. Будьте внимательнее. На неделе происходит нечто с этими эмоциями. Сейчас скажу подробно каждый день. Внизу под видео вы также найдете знаки зодиака. Они доступны в формате подписки «Ретро Меркурий». Если вам актуально, можете ознакомиться там с условиями и правилами. Конечно, мне интересно узнать будет вашу реакцию про видео. Посмотрим, вообще зайдет, не зайдет такой формат. И, пожалуй, со вступлением все. Давайте разбирать каждый день. Итак, давайте разберем каждый день недели и понедельник, 17 февраля. День, который достаточно хорошо, наглядно демонстрирует тему черной луны. Она у нас достаточно хорошо проигрывалась последние 2-3 недели. Черная луна связана с нашими страхами, заморочками, с нашей, словно бы излишним нагнетанием каких-то страхов, переживаний. Иногда на пустом месте все тараканчики повылазят. И в этом смысле вечер понедельника важно видеть, как у вас начинают эти тараканчики плодиться, вылазить и формировать какую-то историю страхов или излишних переживаний. Очень важным и ключевым моментом было то, что на прошлой неделе было полнолуние, которое шло в контур с черной луной и буквально говорило сбросить все заморочки, избавиться от пут каких-то негативных мыслей, страхов и переживаний. И, как помните, много говорил о том, что середина февраля, она вся проходит на вот этом контрасте, как жить в замороченностях и как эти замороченности черной луны просто сбросить напрочь. И прошлое полнолуние как раз 12 февраля нам это позволяло. Но есть несколько моментов. В понедельник, 17 февраля, вновь черная луна начинает брать нас в оборот, буквально одним вечером немножко заморачивая. Ладно, это мелочи. В принципе, мы с ней уже отвоевали. И тем не менее, рекомендуется не заморачиваться на какие-то ложные речи. Здесь, если кто-то вам вешает лапшичку на уши, то вы может быть, подыграете в чем-то. Может быть, не воспринимайте всерьез любое серьезное физиономия, которая должно быть так вот. Не верьте словам. Вечер понедельника, он достаточно легкомысленный для того, чтобы пообещать что угодно и как угодно. Поэтому такие наверное, главные мысли, рекомендации по понедельнику. Вторник, 18 февраля, день, который включает Луну в Скорпионе. Начинают накатывать чувства, переживательность, эмоциональность. И важная составляющая то, что во вторник Солнце переходит в знак Рыбы, Меркурий уже в знаке Рыбы. Эмоциональность, она настолько заполняет пространство, что не остается возможность думать ни о чем, кроме эмоций. Это, с одной стороны, очень важный акцент всей недели. Мы гиперэмоциональны. К концу недели эмоции просто будут как из чайника пар, просто изо всех щелей, внутренним возбуждением эмоциональным
транслироваться. Здесь, в рамках вторника, это только начало вот этого буйного эмоционального процесса, который нас всех накроет ближе к концу месяца. Что с ним делать? В эмоциях здесь, на этой неделе, очень много конструктива по факту может быть. Эта неделя похожа по своей сути, знаете, на сообщество мамочек, которые сверхтревожные, эмоциональные, или сообщество там жильцов, которые там вот буйство устраивают, а вот мы-то там, а вот мы вот сейчас тут порядок. Люди формируются в некое такое эмоциональное комьюнити, которое буквально бурлит, кипит эмоциями, как вулкан. Но к воскресенью и в понедельнику вся эта бурлящая эмоциональная волна способна привести к конструктиву. Вдруг эти люди идут прямо в мэрию или за них заступается какой-то депутат, и вся эта эмоциональная история, которая начиналась где-то с хихоньки, с хахоньки, с выговаривания своих эмоциональных возмущений, способна перейти в разряд очень серьезного влияния. Поэтому это прям такой важный акцент. Постарайтесь увидеть, что эмоции, которыми накручивает эта неделя, они способны перейти в очень конструктивное качество и в глобальное, серьезное, долгосрочное решение ближе к воскресенью, к понедельнику. Такой вот очень важный акцент и мысль этой недели и вот непосредственно этого вторника. Поэтому смотрите за зарождающимися обсуждениями, которые здесь на фоне эмоций начинают вовлекать все больше и больше. Среда, 19 февраля. Луна остается также в чувственном, сексуальном, провокационном знаке Скорпион. Здесь всех понесет в разных направлениях, потому что, с одной стороны, эмоции просто начинают пробивать потолок, но у кого какие эмоции, здесь может быть очень большая разница. Потому что здесь в рамках среды включен Марс, достаточно агрессивная, бурлящая, в том числе часто негативом планета, которая сейчас будет высказывать свои возмущения, будет буквально продавливать как тараном своими эмоциями. И для кого-то Марс как раз проиграется как чувственная, эмоциональная, сексуальная энергетика, которая просто зашкаливает. Но в целом эмоциональный фон, эмоциональная температура по нашей больничке, по пятой палате начинает повышаться. И единственное, что могу посоветовать, это как-то все-таки немножко осознанности прилагать к тому, по поводу чего вы эмоционируете, и как-то перенаправлять бочком-бочком в какое-то конструктивное русло ту эмоциональную взбаламученность, которая на этой неделе поднимается до невиданных высот. Поэтому контролируйте свои эмоции или как-то старайтесь их направлять. Пятница, 20 февраля. Луна все еще находится в крайне эмоционально возбужденном знаке Скорпион. Прям местами ощущение того, что крышечка нашего чайника просто подпрыгивает от обилия эмоций, переживаний. Но здесь в четверг, 20, если быть точнее, Луна перейдет в знак Стрелец во второй половине дня и обозначит, в принципе, смена на такое более радужное, солнечное настроение, позитивные темы обозначатся в пространстве. И главное, здесь еще существует тема вдохновиться какой-то мечтой. Разговоры затрагивают очень будоражащие и мечтательно радужные перспективы. День, в принципе, на своем позитиве способен вытащить из скорпионовского погружения, которое могло нахлобучить прям нехило во вторник, в среду. И вечером четверга как бы тучки рассеются, солнышко выйдет, будет ощущение того, что дожить-то хорошо, какие-то мысли позитивные в голову втемяшатся. И на этом радужном настроении фактически проходит вечер четверга. День, в принципе, такой достаточно мягкий, с позитивными настроениями и с переключением на лучшую такую картину мира. Пятница, 21 февраля. Луна находится в позитивном знаке Стрелец, мир обещает какие-то невиданные перспективы, настроения являются, ну, прям такими фееричными. Давайте завоюем, сделаем что-то интересное, вдохновимся. Главным акцентом на этот день является Венера, которая в красном, ярком, привлекающем внимание платье захочет выйти в свет, проявить, показать себя. Это достаточно
такой яркий среди всей недели участок, когда желание смело заявить: "Я здесь". Особенно этим будут поведением отличаться огненные знаки: овны, стрельцы, львы. У них прям вот одеть самое яркое, что есть у меня в гардеробе, и как-то разбавить всю эту весеннюю тоскливость. Здесь стоит, кстати, сделать большую ремарку, что сейчас, когда на этой неделе включаются полноценно знаки энергии рыбы, весь режим нашей жизни переходит в замедленное, заторможенное русло. Мы немножко такие, как сонливые, ходим, и эта сонливость будет прервана, по сути, только затмением, которое будет в конце марта. Сейчас, в конце февраля и в течение первой половины марта мы немножко все как будто в таком полусонном состоянии. Очень сложно заниматься работой, делами. И знак рыбы, который сейчас полноценно на этой неделе уже включился, он часто может быть характеризован как некий такой анабиоз, заторможенность, замедленность. В работе все не то, что встало, но как-то даже дела не хочется решаться, просто теплая одеялко, залечь и не шевелиться. Будьте аккуратны, кстати, всю эту неделю и весь последующий март очень сильная доступность к вирусным заболеваниям. Это прям в 2-3 раза бдительнее надо быть, чтобы где-то не простудиться, потому что это происходит вообще на раз-два. Так вот, пятница является достаточно хорошим исключением. День, который вдруг демонстрирует динамику, экспрессию, яркость, желание разбавить какие-то вот эти сонные будни, которыми нас будет переполнять конец февраля и последующий март. Суббота, 22 февраля. Луна в радужном знаке больших вдохновляющих перспектив Стрелец, поэтому, в принципе, ощущение того, что мы над небесами, нам хорошо, нам весело, энтузиазм зашкаливает, и, в принципе, вроде бы все окей, замечательно, но вернусь к главному смыслу этой недели — это эмоциональное обсуждение. Здесь в рамках субботы формируется эмоциональный коллектив, сообщество, которое просто не дает спать от того, что все бурлит, кипит. Мы то обсуждаем, это обсуждаем. Эти обсуждения, скорее всего, носят характер вот как мамочки, которые обсуждают там своих чад, какую-то революцию в их детском садике, готовы там пойти разбираться к директору этого детского садика, обращаться там в мэрию. Ну, то есть эмоциональное сообщество, которое обсуждает очень тревожные, пикантные, значимые для них эмоциональные вопросы и готово на серьезные решения. И очень также хороший момент эти выходные — это разговор с психологом, когда эмоции сами выходят на поверхность. Нет никакого стеснения. Можно выговорить все, что хочешь, что думаешь, и пофиг, что это трехэтажный мат. Но неудержимо слова просто летят в пространство и эмоционально просто взрывают все вокруг. Очень такая яркая, интересная, при этом за счет Луны в Стрельце достаточно позитивная динамика на этот день. Воскресенье, 23. С одной стороны, наблюдаются вот эти сверхэмоциональные возбужденные разговоры с сообществом людей, люди эти эмоции просто на раз-два делятся своими чувствами, но здесь уже начинается тенденция к тому, что сухой остаток-то этих эмоций где? Где какая-то ключевая правда, истина, какая-то ключевая фундаментальная вещь? То есть эти эмоции к чему должны быть приведены и подведены? Здесь в воскресенье 23, в понедельник 24 формируются серьезные решения влиятельным человеком, либо серьезные решения на базе всех этих эмоциональных бурлений, буквально символизируя вывод какой, суть какая. И здесь может как раз проиграться тот сюжет, который озвучил, когда эти мамочки, это сообщество эмоционально взбудораженных людей, обращается к серьезному лицу, обращается к какой-то администрации, обращается к директору, обращается к человеку, который способен всерьез надолго изменить ситуацию. И здесь все переходит сразу в достаточно серьезное русло. Здесь нет места простой мечтательности. Все хихоньки-хахоньки, эмоциональные бурления, которые были всю неделю, резко одним днем переходят в достаточно жесткое, тяжеловесное, ответственное, серьезное русло, когда из которого может быть извлечена какая-то правда, истина и долгосрочное решение. Поэтому истина, она здесь.
будет искаться, и здесь в воскресенье и в понедельник могут быть приняты серьезные долгосрочные решения. Если не рассматривать историю с сообществом мамочек, а рассмотреть историю любви. Например, на этой неделе люди в отношениях будут склонны к крайнему выражению эмоций, думать о работе здесь очень сложно, а вот эмоции, они просто заполняют наш рассудок. И мы все это обсуждаем, говорим, и где-то местами это на чувственных нотах желания, страсти, возмущения эмоционального там во вторник, в среду, в четверг. В пятницу переходит в какие-то радужные перспективы о нашем совместном эмоциональном там будущем, то воскресенье говорит, что конкретно. Давай примем всерьез, в долгосрок, значимый какой-то вывод о том, что эмоции — это не просто хихоньки-хахоньки, это всерьез, и это что-то такое настоящее, подлинное. И здесь может состояться в воскресенье и в понедельник очень серьезная, ответственная беседа, которая прям шокирует своими серьезными намерениями. Прям вот даже может звучать так, что в четверг и в пятницу это все хихоньки-хахоньки, а в воскресенье так все серьезно, что я что то не это имел или имела в виду, но уже поздно. Вот такие основные нотки у нас на это воскресенье. Опять же, есть прогнозы по каждому знаку зодиака. Вы можете получить их под видео, есть информация. То есть есть у меня подписка "Ретро Меркурий", называется она, и там можно приобрести сразу доступ на там ближайшие полгода, например, к подробным разборам по каждому знаку зодиака на неделю. Делается там буквально в пару кликов. Надеюсь, найдете полезными. Внизу под видео вся информация.